Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я покажу, как выполнить вот такой яркий браслет с бусинами в технике фриволите иглой. Мотив будет похож на серьги, которые были показаны в одном из недавних видео, поэтому если вы уже их выполняли, то мотив браслета вам будет знаком. Список всех необходимых материалов, а также ссылка на схему, как обычно, есть в описании под видео. Также под видео находится кнопка «Подписаться», которую вы можете нажать, чтобы присоединиться к моему каналу. И там же есть возможность поставить лайк или оставить ваши комментарии, или же идеи для будущих мастер-классов. Перед началом работы все бусины нужно нанизать на нить. Выполняем первое кольцо, 5 узлов, пико, 5 узлов. Если вы еще не знаете, как выполнить узел фриволите, пико, кольцо или дугу, вы можете посмотреть подробный урок на эту тему на моем канале. Ссылка есть в правом верхнем углу или в описании под видео. Закрываем кольцо и делаем фиксирующий узелок. Теперь выполним дугу. 4 узла, пико, 4 узла. Переворачиваем работу и закрываем дугу. Следующее кольцо нужно соединить с первым кольцом. Набираем 5 узлов. Выполняем соединение и набираем оставшиеся 10 узлов, пико, 5 узлов. Повторяем дугу. Затем делаем симметричное маленькое кольцо, соединяя его с центральным. В этот раз работу не переворачиваем и делаем фиксирующий узелок. Теперь подтягиваем бусину и проходим иголкой через нее. Таким образом у нас бусина оказывается на рабочей и на ведущей нити. В общем-то, это и есть весь мотив.
Повторяем его с самого начала до нужной длины браслета. У меня это 5 мотивов. Теперь нужно выполнить поворотную дугу, чтобы продолжить работу со второй стороны. Помните, что после последнего кольца мотива работу переворачивать не нужно. Набираем дугу из 12 узлов. Закрываем дугу, не переворачивая работу. Теперь продолжаем вязание по нашему мотиву, только в обратную сторону. И соединяем дуги с дугами на противоположной стороне. В конце снова выполняем поворотную дугу из 12 узлов и присоединяем ее к самому первому кольцу. Прячем нитки и отрезаем лишние кончики. Затем присоединяем замочек с одной стороны и цепочку-удлинитель с другой. Вот и все, наш браслет готов. Надеюсь, вам понравилось. Если да, и вы хотите увидеть новые видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.